Как превратить пасхальные яйца в настоящий шедевр? В этом видео я собрала свои самые любимые способы покрасить яйца на Пасху без химии и свои самые любимые цвета. Да, у меня не будет ярких желтых или салатных цветов, зато будут потрясающие голубые и бирюзовые оттенки. Яйца с космическим эффектом, цвета, делающие яйца похожими на натуральные камни. Глубокий сизый, пыльный розовый, натуральные, изысканные, благородные, и все это без красителей. Я покажу, какими получаются яйца в зависимости от того, как долго вы будете держать их в красящем растворе, а также чем отличается цвет яиц из отваров с добавлением уксуса и без. Пастельные и нежные или насыщенные и яркие – решать вам. Еще один способ я приберегла на закуску. Это мой самый любимый способ украшения пасхальных яиц, а также самый быстрый. Такие пасхальные яйца поднимут вам настроение уже в процессе декора. Будет очень интересно, так что смотрите до конца. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и я каждый год собираюсь сделать полезную подборку по украшению яиц к Пасхе. И вот, наконец, я собрала все методы, которыми пользуюсь в этом видео. Кстати, среди всех этих способов есть мой самый любимый. При этом вы потратите на него каких-то 5-10 минут в зависимости от того, какое количество яиц вам нужно будет украсить. Так что смотрите внимательно, и я открою вам свой величайший пасхальный лайфхак. Начинаю с того, что варю много яиц в очень крепко соленой воде, чтобы они не полопались. Вы отварите столько, сколько планируете употребить. Варю вкрутую. Первый на очереди способ окрашивания краснокочанной капустой. Дальше покажу, как получить с ее помощью 3 разные цветовые раскладки. Возьмите головку капусты и нашинкуйте ее. Также вы можете измельчить ее в комбайне. Четкого количества нет, все зависит от того, какое количество яиц вы будете окрашивать. Нужно много, берите больше, чтобы получить больше раствора. Нарубив капусту, отправьте ее в кастрюлю и залейте водой, чтобы та покрыла капусту буквально на сантиметр-полтора. Отправляйте кастрюлю с капустой на огонь, доведите до кипения и варите в течение 30 минут. Крышкой накрывать не нужно. Можно сделать отвар вечером и оставить его остыть до утра, если так вам будет удобнее. Процедите отвар через сито. Посмотрите, какого потрясающего цвета он получился. Опустите в раствор яйца. Теперь посмотрите, какую разницу в цвете мы получаем, если подержать яйца в растворе в течение 30 минут. Нежный пастельный голубой. Через 2 часа цвет стал более интенсивным, но однородным, равномерным. Цвет чистый и холодный. Через 6 часов цвет стал еще более интенсивным. А вот таким цвет получается, если яйцо провело в растворе ночь. Глубокий, однородный, после высыхания он еще потемнеет. Теперь добавим в раствор уксус 2-3 столовые ложки. Размешайте. Посмотрите, уже видно, что раствор изменил свой цвет. Какими же получатся яйца, если окрашивать их в отваре с уксусом? Отправляем яйца и ждем. 30 минут. Посмотрите, какой нежный сиреневый цвет, но не тут-то было. Высохнув, яйцо приобрело красивые переливы цвета и стало бирюзово-зеленым. Еще одно яйцо достаем через 2 часа. После высыхания оно стало сине-зеленым. Через 6 часов в отваре с уксусом яйцо стало насыщенно синим, и все в пузырьках. Теперь придадим яйцам космический эффект. Для этого берем отваренные яйца и немного смальца, либо сливочного масла. Растопите жир и побрызгайте им яйца. Жир схватится на яйцах и зафиксируется. Опустите яйца в капустный отвар. Я использовала отвар без уксуса, чтобы получить холодный цвет без зеленого подтона, но выбирайте на свое усмотрение. Проведя одинаковое количество времени в растворе, каждое яйцо окрасилось по-разному. Это тоже очень интересно, только посмотрите, это невероятно красиво. Аккуратно оботрите яйца, чтобы снять жир. Итак, тут у меня яйца после капустных ванн. Ряд справа – это яйца, окрашенные отваром капусты без уксуса. Посередине космический эффект, слева отвар с добавлением уксуса. Градация цветов в 30 минут, 2 часа, 6 часов и вот еще одно провело в растворе ночь. Следующая порция – яйца, окрашенные чаем каркаде. Казалось бы, они должны быть красными, но только гляньте на эти сизые и сложные цвета. Итак, в 2 кастрюльки я высыпаю чай. Одну упаковку на 80 грамм делю на 2 кастрюльки. Заливаю в каждую кастрюльку около литра воды и довожу их до кипения. Даю прокипеть на маленьком огне в течение 10 минут. Не процеживая, отправляю в одну кастрюльку 3 сваренных яйца и как бы прикапываю их в чаинке каркаде.
Другую кастрюльку тоже не процеживаю, но вливаю пару столовых ложек уксуса и размешиваю. Отправляю туда 3 яйца и прикапываю. Смотрим через 30 минут. Яйцо из чая без уксуса и с уксусом. Кажется, разницы нет. Смотрим дальше. Достаем еще по яйцу через 2 часа. Тут уже становится видна разница. Яйца в каркаде без уксуса получаются с фиолетовым подтоном. Яйца в каркаде с уксусом серо-зелеными. Через 6 часов происходит магия. Эти яйца не только отличаются по цвету, а еще и приобретают невероятный рисунок, напоминающий то ли камень, то ли сливу-венгерку. Посмотрите на яйца, окрашенные при помощи каркаде после обсыхания. Справа с уксусом, слева без. Какой вам цвет больше нравится? Градация выдержки 30 минут, 2 часа и 6 часов. Шестой вариант – это яйца красивых благородных фрезовых оттенков. Их я получаю при помощи свеклы. Тщательно вымойте свеклу и нарежьте ее, не счищая кожуру. Грубо нарежьте плод и отправляйте кусочки в комбайн. Влейте воду. Я использую такое же по весу количество воды, сколько и свеклы. Чтобы получить более концентрированный цвет, выжмите из свеклы сок, но тогда понадобится больше, чем 1 штука. Измельчив свеклу, перекладываю всю массу в кастрюльку, вливаю 2-3 столовые ложки уксуса и прогреваю смесь. До кипения ее я не довожу, я просто хочу получить большую мацерацию цвета. Отправляю в свекольную жидкость отваренные яйца. Погружаю их, чтобы они были полностью покрыты. Одно достаю через 30 минут. Какой нежный цвет. Еще одно через 2 часа. Третье я оставила в свекле на ночь. Как видите, оно очень насыщенное, но после обсыхания посветлеет. И вот небольшой след от пальчика остался. А еще через время цвета становятся еще интереснее. Ну а теперь мой самый-самый любимый способ покрасить пасхальные яйца необычно. Это просто разрисовать их маркером. Это просто шикарный способ, когда у вас нет времени возиться с красящими растворами. Или если вы украшаете с детьми. Они будут в восторге от такого творчества. Вам потребуется буквально 10 минут на весь процесс. Я заранее прикидываю, какие мордашки хочу нарисовать. Зарисовываю на листочке, беру маркеры и просто переношу все на яйца. Когда каждое яйцо разное, это особо весело, смотрится невероятно. Можно добавить еще веснушек, чтобы вид был максимально миленьким. Дополнительно на такие яйца можно повязать кружева или сделать веночки из маленьких цветов. Но согласитесь, как же круто они выглядят и в таком вот чистом виде. Пишите в комментариях, какой из способов вам понравился больше всего, делитесь в своих социальных сетях вашими результатами, отмечайте меня, и я обязательно поделюсь вашими творениями. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная», подписывайтесь, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк этому видео.